Здравствуйте, господа! Начинаем сегодня эзотерический вебинар, ответы на вопросы, которые вы задали сегодня на моей странице в Facebook, где я опубликовал пост. Задайте свой вопрос, я на него отвечу. Получено 122 вопроса, и я надеюсь, они будут всем интересны. Оксана Ефановна, здравствуйте, Андрей Андреевич. На Блиц онлайне вы мне ответили, что этим летом я выйду замуж, жила с мужчиной. Познакомилась в интернете, как вы сказали, мне и имя сошлось. Александр, купил кольца, но недавно произошла сильная ссора. Сейчас мы не вместе. Скажите, пожалуйста, он ли мой этот лысый, мой суженый? Помиримся мы или будет другой? Помирятся или будет другой? Ну, скорее всего, помиритесь. Мария Грегор, здравствуйте, Андрей Андреевич. Пожалуйста, ответьте, если можно, почему дыхание по патрулу прерывается через 30 секунд или минуту. Раньше могла дышать быстро, долго, а сейчас с перерывами. Чем это объяснить и на что обратить внимание? Это сжатость диафрагмы. И это может быть связано не с разными заболеваниями. Это может быть связано с анемией. Это может быть связано с перенесенным заболеванием пневмонии. Это может быть остеохондроз. Ну вот так однозначно, наверное, не скажу. Попробуйте на перекладине какой-нибудь повисеть. Попробуйте порастягивать грудную клетку. Может быть астматические вот такие проблемы какие-либо. Не связано с энергетикой. Юлия Загребельна. Кстати, там дыхание, оно не связано с тем, чтобы дышать. Человек должен во время этого дыхания делать колебательные движения с широко открытым ртом. Если рот закрывается или не получается дышать, то нужно рот открыть шире. Тогда легче дышать, и это колебательное движение диафрагмы как бы создает автоматически вентиляцию легких, что фактически создает процесс отдыха всего физического тела. Юлия Загребельная. Пользуюсь вашими препаратами, действительно они работают. Огромное спасибо. Мнемонор, Мицни Нервы. Сдала 6 июля анализ на густоту крови. Что в моем случае можно пропить из ТФ? Ну давайте открою и посмотрю, что тут за анализы у вас. Вот что-то. Протромбиновый час. Это говорит о том, что у вас кровь сворачивается очень быстро. И фиброноген у вас высокий. Фиброноген высокий обычно связан с ревматоидными заболеваниями. Это может быть связано с недостаточно хорошей работой печени. Это может быть связано, что такое фиброноген. Это говорит о том, что формируется белок фибрина нашей печенью, и где-то находится либо воспалительный процесс, либо процесс, связанный с сосудами. Ну, нужно посмотреть, сдать ревмофакторы, ревмопробы, начать принимать антикоагулянты. Ну, вот где-то так. Не знаю, поможет вам мой ответ или нет. Я бы сдал еще дополнительно сейчас ревмофактор или ревмопробу, С-реактивный белок, наверное, еще антистрептолизин, и посмотрел бы, что такое. Ну и, конечно же, обратился бы, скорее всего, к кардиологу. Ну и начал бы принимать препараты, которые будут улучшать общее состояние крови, может быть варфарин или какие-либо антикоагулянты, пусть назначает врач. Татьяна Орлова. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как я буду одна без мужчины? А вы точно хотите, чтобы я... А оно вам надо? Ну, скорее всего, быстро не найдете, извините. Марина Помацалюк. Можно ли самой себе стричь волосы? Я слышала в детстве, что нельзя себе обрезать челку. Волосы можно стричь в любой день, кроме среды. И в пятницу нельзя стричь волосы. Во все остальные дни можно стричь волосы. Волосы не нужно сжигать, волосы можно просто выбрасывать. Гульмира Кадралиева. Спасибо за СНГ вопрос. Наладится ли отношения с сыном и его семьей? Не общаемся 3 года. Наладится. Вы знаете, есть практика такая. Представляете сына, представляете себя. И представляете, будто между вашим сыном и вами на уровне сердца есть трубочка. И эту трубочку, которая между вами, нагреваете. Или второй вариант, запускаете кровь. Берете, мысленно представляете, будто кровь вашего ребенка соединяется с вашей кровью через голову и через ноги. И эту кровь вы циркулируете. Если хотите, чтобы он вас обожал, то циркулируйте так, что его кровь поступает к вам. Если хотите, чтобы вы его больше обожали, то ваша кровь к нему. Таким образом наладятся отношения. Данные практики есть очень много, я об этом рассказываю на своем семинаре, который называется «Магия любви». Кстати, в скором времени, скорее всего, появится и книга «Магия любви».
Татьяна, вернее, аудиоверсия книги «Магия любви». Татьяна Костенко. Добрый день, Андрей Андреевич. Стоит ли мне заниматься массажем? Получится огромно. Спасибо. Получится. Зінаїда Мацапура. Здрасте, Зіна, я вас помню. Я дуже переживаю за свого сина. Вдруге одружився, дітей немає ні з першою, ні з другою. Чи усе буде гаразд у нього з тою дружиною, появляться дітки? Да. Можливо, щось зі здоров'ям сина. Проверить щитовидную железу. Действительно, есть проблемы щитовидной железы. Чи залишится він в Чехии? Скорее всего, да, скорее всего, будет жить в Чехии. Все в порядке. Мария Штер. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, будет ли у меня успех и заработок с моим бизнесом в финансовой сфере? Или стоит менять работу? Стоит менять работу. В фирме 8 месяцев, но успехов и заработка нет. И не будет. Много разочарований, да. Не получится у вас это. Светлана Лукумчук. Очень переживаю за сына, был на передовой, в данный момент дома. Что с ним будет дальше? Ну, будет дома находиться. Скорее всего, уже на передовую не попадет. Елена Капанчук. Спасибо большое за поддержку в это трудное время. Жена моего брата с детьми пробует эвакуироваться из Херсона. Хотят выехать автобусом во вторник. Очень волнуются, получится ли выехать. Там опять очень опасно. Получится выехать, пусть выезжают, пусть представляют, будто между тем местом, где находятся они, откуда выезжают, и тем местом, где должны приехать или куда должны приехать, представить абсолютно белую дорогу, которая светится белым. И это называется выстроить белую дорогу, эзотерическая практика, я ее даю на первой ступени школы Кайлас. Также можно представить, будто в тот момент, когда вас останавливают и допрашивают, всегда представлять, будто вы мысленно показываете этому человеку дулю, вместо вашей головы тоже дуля. Также мысленно всегда материте тех людей, которые вас останавливают. Так блокпосты будут вас пропускать. Анатолий Шатунов. Ваш ученик не успел окончить вторую бесплатную ступень из-за войны. Все было удалено из интернета. Подскажите, где можно найти, на каком сайте и когда будет она видна на ютубе? Когда закончится война, я восстановлю эти ступени. До того, пока война не закончится, я считаю, что таким образом я проявляю свой протест по отношению к войне. Я считаю, что во время войны изучать эзотерику в бесплатном доступе люди, по моему мнению, в большинстве своем недостойны. Сори, что я это делаю, но такое вот у меня понимание. Почему я это сделал? Потому что огромное количество учеников после того, когда война началась, разделило негодяев, разделило людей, разделила хороших людей на хороших и плохих и так далее. И очень много людей начали мне писать очень плохие письма. Начали угрожать расправой перед моей мамой. Это делали ученики из Российской Федерации. И я решил, что теперь ступень бесплатная не будет. Ну, не знаю, незачем было это делать. Я считаю, я не тот человек, которому нужно было это все писать. И писать такое большое количество глупостей. Людмила Богуславська. Дякую за вашу безцінну допомогу, ви найкращий вчитель на землі. Скажіть, будь ласка, чи можу я ще брати додому мою подругу і близьку людину, її без согласия відправити в дом престарілих, хочу сама за нею дивитись. Да, можете сами за ней смотреть, если у вас получается. Но в случае, если человек болен, очень часто так бывает, если человек, допустим, очень болен, и у него развивается заболевание, деменция, Альцгеймера, то обычный человек, который не подготовлен к распаду личности человека, не подготовлена территория и нет людей, которые могут оказывать такому человеку лечение и помощь, ну, может столкнуться с огромным количеством неприятностей. И этому человеку, который будет находиться под вашим присмотром, может быть не очень комфортно и не очень хорошо. Ну и, собственно, вам тоже. Поэтому в случае, если есть возможность, то в такие специальные заведения лучше всего оформлять таких людей. Им там комфортно, их постоянно развлекают, у них там есть своя программа, там занимаются их здоровьем, досмотром и так далее. Если есть возможность, и человек очень болен, и человеку необходим досмотр, то лучше периодически забирать из дома престарелых там, на 2-3 недели, а место за собой держать. Ну вот так. Нина Нета. Очень хочу спросить у вас судьбу своей дочери в разводе. Есть ли у нее пара? Пока пары нет, но пара будет. Наргиса Камалов. У меня вопрос, скажите, насчет моего друга. Он намного моложе меня. Хочу знать, любит ли меня или у него есть другая. Любит вас.
Галина Посвистак-Чаплинская, ученик школы Кайлас, дочь 13 лет, интересуется эзотерикой. Можно ей тоже проходить ступени? Да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можете сказать метод и мантру от грызунов, бурундуков вокруг дома? Они очень милые, я не хочу сыпать им яд. Пусть лучше они найдут другое место жительства. На моем сайте duiko.guru есть шум от бурундуков и мышей и так далее. Там же вы можете найти информацию, как убрать их с помощью эзотерики. Лиля Кириленко. Поступит ли моя дочь в этом году в нужный вуз? Да. Сможет ли она выздороветь? В этом году нет. Ірина Мороз, звертаюсь до вас з проханням розповісти, як позбавитись деформації великого пальця на нозі. Я учениця школи Кайлас, всі записи лишились у Харкові. Особливо цікавить момент, як молоток має бути у воді. Ручкою чи залізною ударною частиною. Якої воді? Якої? Берете медную копейку, берете обычный молоток, берете, ставите на одну шишку ноги, там где деформации, мягко ударяете молоточком. Потом на другую ногу ставите, там где есть деформация стопы, и ударяете еще раз молоточком. Не сильно. Это не физическое упражнение, а эзотерическое. После этого такую медную монетку на перекрестке закапываете и дальше живете. Считается, что на протяжении 4-7-9 месяцев после того, когда монетка хоронится на перекрестке, проблема с деформацией стопы или с вот такой вальгусной деформацией исчезает. Ну вот эзотерический метод. Ирина Серафимова. Добрый день, дочери 93 год, было 3 операции, последняя внематочная беременность в 21-м. Переживет, будет ребенок, будет дети у нее, все в порядке, не переживайте, такое бывает. В этом году вообще очень тяжело рожаются дети, очень тяжело во всем мире. Но в этом году сейчас происходят некие изменения, они эзотерические, энергетические. Эти изменения связаны с тем, что после того, когда умирает огромное количество людей, именно сейчас это происходит, к сожалению. Это ужасно, потому что со стороны Украины погибло уже 100 тысяч человек. Это огромное количество людей. Со стороны врага неизвестно, сколько там погибло, но мне и не интересно. Я могу сказать, что это не имеет объяснения. Я считаю, что поддерживать любым видом то, что сейчас происходит, и поддерживать эту войну, которую ведет Россия против Украины, зная, что погибло 100 тысяч человек, зная, что уничтожаются люди, зная, что стреляют ракетами крылатыми, они попадают в дома сегодня. До речи, попала в дом в Николаеве. Зная о том, что сейчас в Николаеве нет воды, зная о том, как происходит это все, тем не менее, хочу сказать, что мир устроен по принципу восстановления духовности у людей, и выкупом вот такой духовности является смерть людей. Именно поэтому, из-за того, что погибло огромное количество людей, прискорбию, очень много людей сейчас сохранят свои семьи, у них появится теплое отношение друг к другу и так далее. Это называется отдать человеческие долги. Сейчас же нет Иисуса Христа, который может забрать долги людей и сделать так, чтобы весь мир вновь перестал гулять и начали друг друга обожать. Ну и вот такие долги, они учитываются за счет вот таких войн, разрушений и так далее. Поэтому, как ни странно, в этом году люди будут жить лучше. Как это будет проявляться? Будут более тепло относиться друг к другу, будут более хорошо сохранятся семьи, потеплеют отношения между мужчинами и женами, мужчины будут меньше гулять. Но минус заключается вот в чем. Мир устроен еще по определенным эзотерическим принципам, о которых говорили очень знаменитые эзотерики, Трисмегирист. Было сказано о том, что в случае, если где-то убивают, то где-то забирают. Таким образом, убивая людей вот так, просто так, забирают тех детей, которые не рождены. Именно поэтому вот этот молох, который сейчас существует, который съедает огромное количество людей из-за войны, съедает дополнительно еще не родившихся детей. Именно поэтому в этом году будут увеличиваться проблемы с зачатием и вынашиванием детей. Тем не менее, знаете, мир продолжает жить, и хочется, чтобы он не только продолжал жить, а чтобы люди в этом мире были счастливы, и чтобы прекратилась бойня. Анна Пек.
Дякую за велику допомогу нам і вашу науку в езотериці. Хочу побажати вам, Софію, та вашій сім'ї багато радості, достатку, любові та запитати вас, чи на правильному я шляху, та скоро вийду замуж. На правильному скоро вийдете? Ну, не дуже скоро, але вийдете. Дякую за велику відповідь, найкраще побажаємо ваша учениця. Дякую вам, Анна, ви дуже гарна і дуже вродлива жінка, дуже гарна. Анна Тітус. Андрій Андрійович, буду дуже рада вашій школі. Скажіть, будь ласка, мантри читаються з відкритими очима? Да, мантри читаються тільки з відкритими глазами. Ольга, кілька років тому ви мені сказали, що я не вийду заміж. Скажіть, чи можливо це змінити, чи можу я зустріти людину, з якою буду щасливо? Дуже дякую, що не залишаєте на сей нелегкий мир нам успіхів. Да? Якщо це ваше фото тут, то вийдете замуж. Якщо не ваше, то сказать сейчас ничего не могу. Ставьте правильные фотографии. Юлия Булаткина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Всегда жду ваш вебинар с большим предвкушением чуда. Ранее была замужем, 3 детей. Интересен вопрос. Выйду ли я в ближайшее время удачно, не как первый раз замуж? Не выйдете в ближайшее время замуж. Выйдете ли вообще замуж? Да, удачно, да. Виктория Гур. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сыну 10 месяцев. Беспокойно спит. Часто просыпается вечером с криками почти сразу после того, что заснул. И так бывает по несколько раз за вечер. Может, есть какой способ помочь малышу? Это называется у него, это может быть самым невероятными и самыми такими драматичными заболеваниями. Я считаю, что время обратиться к неврологу и кардиологу, потому что это может быть остановка сердца, это могут быть какие-либо патологии, связанные там, с судорожными проявлениями и так далее. Не нужно тянуть. У маленьких детей это может быть недостаточным количеством кальция. Часто дети, в случае, если вскакивают, то не хватает кальция. И нужно посмотреть, есть ли сейчас препараты кальция для вот таких детей в 10 месяцев. Часто просыпается вечером с криками, это может быть у детей еще и испугом. Каким образом выводится испуг? Берете яйцо куриное, крест-накрест, сначала вокруг груди, спины под мышками, потом вокруг головы, потом яйцо разбиваете в водичку со словами «Господи, прости», выливаете в унитаз. Вот таким образом испуг убирается. Читать молитву или мантру никакую грудным детям не нужно. Обычно должна сделать бабушка. Второй вариант. Берется подол, на который женщина писает, после этого этим подолом вытирает ребенку лицо и тело. После этого не смывают и в течение суток, там аж вечером купает ребенка. Это тоже убирает вот такие испуги. Таких методов хватает. Наталья Ходунова. Андрей Андреевич, дошла до 6-й ступени и все так запуталось в моей жизни. Скажите, чем мне заниматься, в каком направлении могу найти себя? Спасибо вам большое за возможность быть ученицей. Не вижу вашей фотографии, к сожалению. Вот, вижу вашу фотографию. Все будет хорошо получаться с торговлей. Торговля связана красивыми вещами. Будет получаться торговля одеждой, брендами. Вот такое вот все будет получаться. Юлия Городкова. Возможно, вы ничем не всем ответите, но все же попробую. В моей жизни были 3 мужчины. С последним мужчиной прожила в гражданском браке 8. Было плохое и хорошее, но год назад он умер. Недавно его сестра познакомила меня с мужчином грузин, но между нами километры. Общаемся по видео уже почти 2 месяца. Появились очень теплые чувства. 3 недели еду к нему знакомиться. Мучает сомнение, что это зря. Очень хочется узнать, как сложится все. Сложится самым лучшим образом. Вам это понравится. Вы правильно поступаете. Вы не пожалеете. Юргиза Казановичене. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Пожалуйста, если можно, чем мне заниматься, чтобы улучшить финансовое состояние. Я портниха, с продажами не получается, хочу поменять профессию, живу в Литве. Смотрите, на сегодняшний день есть целые технологии продажи через интернет. Пишите в интернете обучение торговли в интернете на рекламных площадках. И обучаетесь, и проходите обучение. Как размещать свои магазины, как создавать свои магазины, как их пиарить, как их продвигать, как находить свою аудиторию в Литве и так далее, и так далее. Чем заниматься? Если вы хорошая портниха, то тогда становитесь еще и хорошим маркетологом, который будет правильно продавать свой товар. Не нужно ничего менять, обучайтесь. Татьяна Знагован. Скажите, пожалуйста, получится моего брата купить дом в этом году? Нет. Любовь Осипова. Посоветуйте, что нужно сделать, чтобы поездка детей в наше непростое время прошла благополучно, успешно. И будут ли дочь с зятем всегда вместе? Будут. И поездка пройдет хорошо. Валентина Лунгу. Пожалуйста, если можно узнать, есть ли разница, когда снится ребенку и когда снится взрослому? Что снится?
Дочери 10 лет приснилось, что через окно в спальню зашла девочка с рыжими волосами. Со своей мамой через день мужу приснился на кровати ребенок. Из-за своей тяжести кровать начала подниматься сбоку. Спасибо вам большое за ответ. Когда снятся дети, то это всегда в дорогу. Когда снятся дети, если снятся рыжие волосы, это очень хороший сон, это к богатой жизни. Волосы — это жизнь богатая. В случае, если пришла со своей мамой, то это кармически, это значит передается ей за что-то вот судьба родственников, которые, видимо, были тоже богатыми. Если ребенок приснился и тяжесть такая началась, это говорит о том, что будет дорога будет такая тяжелая, наверное, основательная, но нужная. Это может быть еще хорошим, это может быть еще отдачей долгов, если дети маленькие снятся. Если дети маленькие снятся красивые, розовые, тяжелые, большие и так далее, то это к теплым отношениям, к любви, к крепкой любви, к влюбленности и так далее. Валентина Рубан, спасибо, что помогаете, даете надежду. Главный вопрос сейчас для всех: когда закончится безумие, война? Война закончится, когда русские войска выйдут с территории Украины. И она закончится, скорее всего, в феврале месяце 2023 года. Русу Екатерина, скажите, пожалуйста, получится у моего сына с бизнесом? Будут внуки у меня? Получится с бизнесом? Будут внуки? Будут внуки. Вячеслав Гунько. Я сейчас нахожусь во Франции как переселенец. Довольно длительное оформление социального статуса здесь, медицинской страховки, трудоустройства. Подскажите, мне лучше остаться здесь или вернуться в Эстонию, куда меня волонтеры привезли из России, или же выехать в Англию, так как я хорошо знаю английский язык? Из всего, что вы перечислили, Англия для вас самая реальная. Денис Тихонравов, подскажите профессиональное занятие по жизни, на что обратить внимание, на какую сферу, где ваша фотография? Была бы фотография, ответил, сейчас не могу. Все, что связано с автомобилями, все, что связано с программами, сферами услуг, перевозками, все будет получаться. Людмила Павлова, скажите, по красные четки, для чего используется красный цвет? Красные четки являются четками, защищающие человека. Красный цвет — это цвет всех проявлений красных божеств. Допустим, если вы читаете мантру Ганапати, Ом Ганапати Намаха, то проявляется образ уже Ганеши, но который не имеет светлый цвет, привлекающий деньги, а цвет имеет красный, защищающий ваш бизнес. Если мантру Ом Мани Падме Хум, то тогда врагов уничтожает. Если мантру Ом Таре Тутаре, то тогда проявляется разрушение всех, кто является теми людьми или теми энергиями, которые мешают семье совместно жить хорошо. То есть там, если читать Ом Таре Тутаре, читать на семью, или там мантру, допустим, Намо Сарва Татагатанам, Кири Кири Муру Муру Каруне Каруне Читам, Утпадая Бхагавати Сарва Пхаймина Сайсоха. Допустим, если читать такую мантру, то она обычной жизни соединит всех в семье и сделает так, чтобы все в семье друг друга обожали. Если читать на красные четки вот такие, то тогда уберет все препятствия, любовниц, там, я не знаю, блуд какой-нибудь, омрачение, что-либо еще, что мешает семье быть вместе. Вот есть мантра Ом Катеви Катеру Саграсамани Соха, она объединяет всю семью. Но так бывает, что в семье появляется кто-то, кто плохо относится, и там к детям плохо относится, к вам хорошо, и вы не можете выгнать человека. Ну, вот такое бывает. Или есть какая-нибудь третья сила, которая влияет на семью так, чтобы в семье там скандалы получались и так далее. Так вот, чтобы все помирились, хорошо читать на любые четки. А для того, чтобы убрать вот такого негодяя, который вредит семье, то читать мантру Ом Катеви Катеру Саграсамани Соха лучше вот на такие четки красного цвета. Сейчас нахожусь, Светлана Ткаченко, скажите, пожалуйста, нахожусь в Польше с 2-летним ребенком, не замужем. Стоит ли мне оставаться или будет лучше вернуться в Украину? Будет вернуться в Украину лучше. Скажите, как часто можно проходить обряд убирания зла в записи? Сколько хотите. Безопасно. Ксенія Кучеренко, скажіть, будь ласка, можна завітати до вас в липні на офіс, щоб отримати духовне ім'я? Умови знаю, дякую. Мене зараз не буває в офісі, я не приймаю зараз поки що. Ксения Кучеренко, мне можете сказать, как получить имя? В школе с 2019 года прошла 2 бесплатные ступени, пользуюсь БАДу и слушаю вебинары. Напишите мне в Телеграм. Я в Телеграме отвечаю и в Телеграме очень часто даю духовное имя. Вы можете ко мне не ехать, можете обратиться к оператору нашего сайта, любого, Дуйко Гуру, Дуйко Маркет, Тибетан Формула.
.com и так далее. И обратившись к операторам, они обратятся ко мне и попросят для вас духовное имя, и я вам его дам. Часто я не беру за это деньги, но правильнее было бы дать какую-нибудь сумму для того, чтобы я купил там просад, потому что духовное имя получают через просад. А вы деньги, когда отправите, я на эти деньги пойду куплю себе, все там люблю. Авокадо. Еріка Велика. Доброго вечора, Андрій Андрійович та всім учасникам. Я робила практику «Ріка життя по скасуванню долгу». Чи все зробила правильно? Да, сделали правильно. Но все-таки продолжайте работать так, чтобы горела свеча и сжигайте это на свече. Ольга Фой. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, в какой стране мне лучше развиваться? Польша, Литва или вернуться в Украину? Вот в Литве хорошо, но в Украине лучше всего будет. Лена Олена. Что такое с точки зрения эзотерики психическое расстройство? Можно ли такому человеку как-то самому выйти из этого состояния? Очень сложный вопрос, он такой всеобъемлющий или всеобъемный такой вопрос. И с позиции эзотерики действительно бывает три принципа. Эти три принципа звучат так. Первый принцип читается на эзотерическом плане, что жизнь человека в оболочке энергетической, то есть если убрать физическое и все телесное, что находится в мире, то останется душа. Считается, что душа, она находится на уровне сердца или на уровне груди, и душа это самое важное, что есть у человека. Сверху над человеком поля высших сил, которые светлые, которые отвечают за то, чтобы у человека происходили хорошие события. Внизу находятся поля темных сил, которые отвечают за то, чтобы у человека были омрачения, там находятся астральные существа. Люди, которые были негодяями, которые попали туда в чистилище и так далее. Вот когда у человека по каким-то причинам происходит разрушение энергетического кокона в нижней части его тела, то через эти места в его энергетический кокон проникают вот такие души умерших или голодные духи, потерявшие самоидентификацию, или астральные существа. И как это происходит? Человек живет, и вдруг внезапно в его голове появляется какой-либо негативный разговор. Это может быть голосом чужим, мат, или крик, или ржание лошади, или еще что-то. Самый простой метод, когда человек еще не подвергается внедрению такой энергии. Ясновидящие видят психическое заболевание человека как две огненных точки, или это называется по-другому светящиеся глаза. То есть гарантированно, если у человека светятся красным или светятся как две сигареты глаза, нужно определенным образом просматривать, то человек 100% является человеком психически нездоровым, в нем находятся сущности. Такие сущности убираются каким образом? Их нужно выталкивать из себя, то есть если вы определили, откуда идет разговор, мысленно, а не вслух, нужно эту сущность послать, сказать: ты не мой голос, ты не мое сознание, пошла ты или пошло ты оттуда. Другой вариант этого всего, это есть китайская система. Китайцы считают, что когда у человека между ног начинает светиться белым светом, то это является энергетической пробоиной, через этот дух белый заходит тоже в человека. Есть еще альтернативные теории. Считается, что грибы, которые живут на планете Земля, обладают разумом, под землей они между собой связаны и влияют на астральные поля, создавая внедренческие элементали, которые вникают или проникают в человеческое существо, выдавливая его осознанность и так далее, борясь за его душу. Осознание и мозги находятся в голове, голова, в ней происходит пробоина, человек очень сильно мечтает. Существуют физиологические проблемы, это когда человек очень высоко поднимает глаза и очень сильно мечтает о чем-то, или очень опускает глаза вниз и драматизирует и чувствует угрюмость, депрессию и так далее. Это такой некий физиологический принцип распознавания людей со склонностями к психическим каким-либо заболеваниям. Есть кармические еще прегрешения, которые делают человека психически больным. В тибетском буддизме говорят о 23 духах и так далее. Я практикую длительное время работу с психически больными людьми. И могу сказать, что действительно существуют определенные методы, которые могут помочь психически больным людям справляться со своими заболеваниями.
Сейчас я их, к сожалению, вам не могу здесь давать, но есть мной записанный семинар, он называется устранение там, порчи с глаза, устранение порчи из глазов, и их там, насколько я помню, 3 части. Там я рассказываю о 27 классах духов, о том, как это необходимо убирать, там, и даже о рольфинге и очках. То есть, в общем, очень большое количество информации. Самый простой способ убрать из себя психическое заболевание в случае, если вы это ощущаете, чужой голос или нервные состояния или что-то, что вас сжимает, это выбрасывать из себя или выдавливать из себя и при этом посылать. Также помните, я говорил об этих 3 словах, которые устраняют у человека страхи, депрессии, панические атаки. Это трявсык, истеплово и припутав. Помните, наверное, да? Диана Назарова, спасибо за ваше знание, прошла 73-ю и 74-ю СНГ по записи. Сильная слабость, разбитость прошли после этого. Я храню свои сбережения в долларах. Я беспокоюсь, что они обесценятся. Нет, не обесценятся. Может их перевести в местную валюту, живу в Средней Азии. Храните доллары, потому что если местная валюта, то тогда обесценится 100%. Да, доллары будут снижаться, и их покупательная способность будет снижаться, но это будет все равно лучше, если их сейчас вкладывать в местную валюту. Рада Жук, спасибо огромное за знание. Вопрос, чем лучше заняться, перманентным макияжем или плести косички? Макияжем лучше. Виктория Манученко. Мой муж сможет поехать в рейс заранее, спасибо за ответ. Сейчас нет. Татьяна Руснак. Старение плаценты для ребенка угроза, есть раньше, может родить. Если стареет плацента, есть такое, то тогда этого не хватает магния и не хватает веществ с азотом. То есть необходимо активное дыхание, раз, большое количество воды, 2, то есть пить побольше воды, и 3, обязательно магний. И тогда витамин омега-3. И тогда можно удержать и предварительных проблем с рождением ребенка не будет. Оксана Макарова, скажите, пожалуйста, получится ли нам быть вместе и навсегда с моим любимым мужчиной через 2 года, как мы это планируем? Конечно, Оксана, вы красивая женщина. Валентина Бенькова, собираемся с дочкой выехать с Одессы в Закарпатье на время. Очень переживаю, удачно сложится. Удачно. Рябчикова Алена, подскажите, сложные отношения с мужем, скажите, как мне сохранить семью или лучше расстаться? Очень нужен ваш совет, боюсь ошибиться в своем решении, чтобы не навредить детям. У меня двойняшки. Давно задумалась над этим вопросом, так как муж моряк, долго нет дома, понимания нет по многим вопросам. Чувствую себя одинокой, в браке не знаю, что лучше делать, продолжать сохранять семью или нет. Продолжать сохранять семью, делайте все для того, чтобы ваша семья сохранялась. Говорю это серьезно, это правильный поступок. Не переживайте. У вас еще надоест отношения и надоест его постоянное присутствие, еще будете вспоминать то беззаботное время, когда мужа рядом не было. Все в порядке, он живет для вас, работает для вас, ну и когда-то это закончится. Еще поживете вместе, не переживайте. Натяна Горбач. Андрей Андреевич, у меня к вам огромная просьба. Всех, кому рассказываю, вас хотят стать вашими учениками, но у большинства есть сложности приобретением ступени, так как они еще не понимают, что за продукт им сложно выделить из бюджета сумм. Можно ли не ученикам школы заказывать атрибутику нашей школы? Итак, первое. Я не буду сейчас выкладывать первую ступень бесплатно, пока этого возможности не будет. Второе, если люди не хотят приобретать ступени, есть огромное количество информации, которая выложена в бесплатном доступе в YouTube, на моем YouTube-канале, там около, наверное, 300 вебинаров бесплатных, есть целевые видео, там магии денег, какие-то обряды и так далее. Пусть они это все слушают и приобретают. Можно ли не ученикам школы заказывать атрибутику? Конечно, данный сайт был сделан не для учеников школы конкретно, а для всех людей, кто хочет заниматься эзотерикой, магией, оккультизмом. Все это было создано для, как магазин, наверное, сувениров. Елена Нельга, подскажите, ребенку можно прокалывать ушки? Да. Как это влияет эзотерически? Хорошо. Еще вопрос, дома ракушки можно хранить? Смотрите, когда прокалывают уши и мочку ушей, то это обозначает верность. В этом и элемент. Вот почему женщинам вставляли в губу тарелку, почему уши прокалывали, это верность. Почему мужчина прокалывает ухо, это тоже верность. Именно поэтому правое ухо это верность служения, левое ухо это верность принятия. То есть там, допустим, мужчина говорит, там, я не принимаю сына. Вот со словами
Теперь будешь любить моего сына, проколите ему левое ухо и вденьте туда сережку. И он будет его обожать, пока будет носить сережку. Поэтому, если девочкам прокалывают уши, то тогда это верность. Это верность служению, своей семье, верность маме, там, быть подругой, сестре верность и так далее. Это хорошо. В целом, такие обряды хорошие, с проколом ушей. Гражданский муж, с которым прожили 10 лет в начале войны, оказался в оккупированном Донецке. Похоронил там отца, вернется ли он ко мне в центральную Украину. Сейчас связи практически нет. Ой, не скоро это будет, Татьяна, но вернется. Дарина Боровик, помогите, у отца псориаз, боремся больше 20 лет, что только не пробовали. Ну вот так вот щелчком не получится. Это отдельная программа, ее необходимо прописывать. Внешне очень помогает избавиться от псориаза. Наш препарат, он называется изотон. Изотон в виде бальзама на псориатические бляшки. Сейчас, когда будет лето, необходимо собрать мул, который есть в озерах. И вот таким мулом, который в озерах, густой, липкий и жирный, им необходимо смазать места, пораженные псориазом, а лучше все тело. Сделать это необходимо 10 дней подряд, 15 дней подряд. Высыхает этот ил на человеке. После этого можно зайти и искупаться. Такой обряд, вот, ну не обряд, а такой вот метод, он очень эффективен. Как это работает? Дело в том, что бактерии, которые находятся на коже, они создают процесс появления данного заболевания. Я тоже болел данным заболеванием после онкологии, и мне вот лично очень помог препарат мускус. Мускус. Также я когда-то принимал винный камень. И мне помог мускус, я принимал по чайной ложке на стакан воды 2-3 раза в день. И помог винный камень, который мне человек тоже посоветовал. Я принимал винный камень там по чуть-чуть. У нас винный камень находится в препарате, он называется Нефромакс. Нефромакс, можно попробовать. Мне лично в свое время помог изотон, я смазывал, помог винный камень и помог мускус спиртовой. Прямо очень-очень помогло. Ну а попробуйте. Очень хорошо, насколько я знаю, помогает плазмоферез. То есть снять это все. Есть целый семинар, я его посвятил псориазу. Можно набрать в ютубе Андрей Дуйко лечение псориаза, и там огромное количество рекомендаций. Винета Витина, Хеллоа Дуйко. У нас есть проблема в доме. Уже несколько месяцев не можем с мужем спать в одной кровати. Не можем уснуть, сон уходит. Это происходит только в нашем доме. А в других местах проблемы нет. Много раз очищали дом энергетически, но ничего не меняется. Сон исчезает. Можно здесь как-то помочь нам. Спасибо огромное. Можно, необходимо той энергии, которая вам мешает, дать имя. Сказать, нарекаю тебя, и дальше сказать именем там Петя, Сережа и так далее. Поставить где-то блюдце с молочком и какое-то время вложить туда молочко и его смывать. После этого сказать, зайти в чулан и сказать, с этого момента я приглашаю, чтобы ты здесь находился и служил мне, и не мешал нам. И после этого в блюдце, с которого вы кормили, положить сверху серебряную монету. Дух, который вам мешает, будет находиться под серебряной монетой на этой тарелочке. И уже с этого места из чулана не уйдет. После этого какое-то время это должно находиться, там год или там несколько месяцев. Потом можно эту серебряную монету убрать, дух жить с вами больше не захочет. Муж очень сильно добрый человек, но на данный момент настолько дошел, что стал плакать, как маленький ребенок, лишь бы никто не пострадал. Если мужчина или женщина беспрепятственно и очень сильно начинают плакать, это говорит о судорожных накоплениях. Первые признаки эпилепсии обычно начинаются с того, что человек начинает плакать. Обязательно сделайте энцефалограмму, обратитесь к неврологу. Также ряд заболеваний, сердечных особенно, начинается как раз с того, что человек становится таким
не раздраженным, а вот становится плаксивым и так далее. Обязательно обратитесь к неврологу и кардиологу. Возможно, это не связано с тем, что он добрый или недобрый, это связано с физиологическими процессами. Они известны, эти физиологические процессы в медицине. Я как человек, который изучал медицину, могу сказать, что они описаны в литературе. Ставлю ему пример о войне, что страшнее не может быть, хотя у самого диабет, сильно переживаю полгода жизнь как в аду. Спасибо, родненькие, отвечайте на вопросы. Надеюсь, ответил. Наташа Митичен. Вам, дорогой учитель, за все, что делаете для нас, все возможное и невозможное, пусть вам вернуться в 100 крат больше. У меня находится в оккупированной территории Мелитопольского района сын, 3 деток. Ситуация одна из неприятных, да. Собирается выезжать, получится, получится. Заранее низко кланяюсь, с большим уважением к вам. Все нормально, все получится. Алла Кобзаренко, Андрей Андреевич. Обновленной ступени прошла 7-й марафон с огромной радостью, приобрела несколько атрибутов, один из которых браслет серебряный всеми символами. Посоветуйте, как правильно носить его и кольцо НАК, чтобы можно было прочитать НАК, смотря на руки и наоборот. Вот, носите его на безымянном пальце правой руки. Имеет значение. Лучше всего на правой руке. Браслет тоже в случае, если у вас бизнес активный и хотите, чтобы у вас увеличился приход денег, на левой. Если договора подписываете, на правой. Они все работают, эти символы, очень мощные, энергетические, можете носить, правда, очень все работает. Татьяна Минько. Кстати, несколько слов еще о символах. В данном моменте на нашем сайте duiko.market проводится распродажа атрибутов магического и оккультного значения. Это алтарные столики, ваджры, пурбы, артефакты, всевозможные эзотерические атрибуты для занятия магией и оккультизмом вы можете сейчас получить прямо сегодня на нашем сайте от 20 до 25% от стоимости данной атрибутики. Поторопитесь, потому что скоро акция закончится. Татьяна Минько, спасибо за то, что вы всегда с нами. Вы наш путеводитель. Спасибо. Меня интересует. Моя дочь в данный момент работает в Красном Кресте Швейцарии. Переводчик с нашими беженцами, помогает им, чтобы быстрее адаптировали в стране. Есть свой детсад в Италии. Хочет его продать, открыть в Швейцарии. Вопрос, стоит ли делать? Да. Стоит ли работать в Красном Кресте? Нет. А заниматься садиком? Да. Получится в Швейцарии. Сможет ли она продать детский сад? Да. Алла Кончис, посоветуйте, что делать, чтобы сын поскорее женился. Каждое утро представляете, будто там, где его пуп, вы видите бублик золотой, который светится, как солнце. Тогда быстро выйдет замуж. Наталья Павлова. На вашем сайте Дуйко-Гуру есть статья и мантра от негативного влияния планет. Враж, Крутхай, Маха. Да, в статье говорится, что эту мантру вы даете на 4-й ступени. Можно ли мне ее читать, если я прошла ступень? Можно, да, читайте. Там дана для всех. Наталья Тельп, хочется услышать ваше мнение. Знаю, вы много помогаете людям. Спасибо большое вам. У меня старший сын, он слепой с рождения. Сына зовут Рома. Очень хочется узнать его будущее. Правильно ли вы выбрали в музыку? Его здоровье, очень много болезней. Переживаю. Правильно выбрали. Жизнь будет счастливая. Сможет многого добиться. Здравствуйте, Андрей Андреевич, мне 25 лет, слушаю шумы, каждый день говорю себе, что я стану богатым, успешным, молодым парнем. Вы молодой, но в жизни полный стоп, не знаю, чем заняться, в каком направлении двигаться, не могу ни за что зацепиться долгое время. Чем заняться, чтобы максимально самореализоваться? Заранее спасибо за ответ. Начинайте как можно больше смотреть в YouTube таких видео, которые называются там бизнес в гараже, чем заняться, не выходя из дома. Ориентируйтесь на производство чего-либо, станете со временем богатым. Игорь Полищук, Андрей Андреевич, как бороться с диабетом и жировым гепатозом? Жировой гепатоз, вот смотрите, жир, особенность жира. Жир является особенностью нашего организма, и жир необходим для того, чтобы у человека из жира вырабатывалась жидкость, вода. Наш жир, из 100 граммов жира человек может получить 1 литр воды. Такой экзогенной, да, она называется. Таким образом, в случае, если человек начинает поправляться, и в нем начинает накапливаться жир, то что хочет организм в этот момент? Ответьте сами. Организм хочет пить. Именно поэтому жирные люди должны знать, что они должны увеличить количество употребления воды. Я гарантирую, если человек начинает употреблять больше количества воды и больше ее тратить, то физические упражнения, то очень быстро начинает худеть. Проверено на себе. Второе, диабет. Диабет 2 типа, которым вы, кстати, болеете, тоже связан с тем, что инсулин накапливается в жире.
И как работать с этим? Аналогичный метод. Пейте побольше воды, занимайтесь активным дыханием, уберите алкоголь и сладкое, измените рацион питания тотально, начинайте поститься. Поститься лучше всего в среду и в понедельник и в четверг. Когда вы будете поститься, старайтесь поститься так, чтобы пить воду в большом количестве. Если поститься один раз или два раза на протяжении недели, то посвящайте это вот чему. Смотрите, сегодня для вас вот такой вот есть принцип. Каждый раз, когда суббота совпадает с луной, то есть если полнолуние, это полнолуние в субботу, то обычно в этот день происходит праздник. Он называется в Индии Экадаши. Праздник, который обычно посвящен богу Соме, который, или богу Соме, который через Агни исполняет желания. И считается, что именно в этот момент человека слышит Бог. Но слышит его определенным образом. Что необходимо сделать? Все страдания, которые вы должны посвятить однодневный голод чему-либо. Вот до этого записал здесь Вася Лутьев. И написал: не могу зацепиться за долгое время. Вот в такую Экадаши ночь, или вот в такой, допустим, день четверг. Скажите: сегодняшний день голода я посвящаю тому, чтобы в скором времени найти хорошую работу. И постарайтесь все свои страдания в это время посвящать тому, что в дальнейшем они заменятся на радость. Скажите: пусть то, что в жизни вызывает страдания от безденежья, я выплачиваю своим голодом. Взамен принимаю скорая возможность стать богатым человеком. Такие системы, они очень широко распространены в эзотерике. Они как раз и являются, может быть, даже такими ключевыми и особенными для жизни человека. Буквально сегодня разговаривал с женщиной. Она живет в Италии, и у нее не очень хорошо процветал бизнес. В свое время ей посоветовал такое. Она говорит: Андрей Андреевич, первый раз в своей жизни я провела такое голодание. Один день я не ела и старалась не пить, но ей можно, она худая. И после этого у меня начались заказы. Андрей Ильич, как это работает? Ну вот, оно вот так работает. То есть не получается, потому что есть долг. И долг, который нужно выплатить в виде страдания. То есть вы создавали страдания у кого-то, и те люди, у которых вы создавали страдания, они об этом помнят и хотят, чтобы вы им вернули долг. И вот этот долг мешает вам быть богатым человеком или успешным и так далее. Ну и вот необходимо отдать вот таким стенаниям. Я когда-то говорил, желания исполняются в виде, если человек производит стенания в своей жизни, которое проявляется в виде голода, это могут быть тяжелые физические упражнения, это может быть боль какая-либо. И второй вариант — это радостью, то есть тотальная радость, но это гораздо сложнее. С диабетом, жировым гепатозом, жировой гепатоз лечится моим препаратом Гепофит и Бетулин и Тантал. Диабет препаратом гликоцитрохромин, жир, стресс и глюконорм. Принимайте. Обязательно обратитесь к эндокринологу. Пусть все же эндокринолог посмотрит на ваше состояние и печени, и поджелудочной железы. Возможно, назначит вам правильный препарат, там, метформин или какие-либо дополнительные препараты. Алюся Квиточка: обряд сердечный со мной работает? Да. Пока нет изменений, все будет, не переживайте. Старайтесь следовать советам. Все будет хорошо, не переживайте. Анна Сибанюк: подскажите, можно ли как-то защититься от свекрови, которая постоянно бегает по бабкам-гадалкам? У нас семья уже распалась, а она никак не может успокоиться. На самом деле обычно свекровь, она не разрушает судьбу своим детям, она ее ломает себе. А если бы вы на это не обращали внимания, то и в вашей жизни все было бы хорошо. А так вы создаете элемент, который называется страх. Смотрите, как рвется энергетический кокон человека. Когда человек испугался, в этот момент в коконе появляется дырка. А когда человек не боится и гордо смеется в сторону этого страха, почему рвется? Потому что происходит, когда человек боится, сжатие происходит. Когда человек радуется, расширение. И когда вот смотрите, я принимаю что-либо, что я делаю? Я говорю: иди, я тебя поцелую. Смотрите, что я сделал с руками? Расширил. Мне говорят: мы хотим денег давать. Давайте. Хочу вас обнять. Давайте. Здоровья вам. Хорошо. Хочу в гости к вам, приходите. Ну вот, видите, что человек делает? Он расширяет. То есть он расширяет свой энергетический кокон. А когда человек говорит: ой, боюсь, боюсь. Ой, как страшно, страшно. Видите, что он делает? Жмурится и сжимает руки.
То есть его энергетический кокон сжимается. Когда он сжимается, то за счет сжатия, кокон неэластичный, происходит сдвиг по лепесткам энергетического кокона, обычно их у человека 2 или 3, происходят трещины вот в этих местах. Они проходят первый листочек там, по левой части тела, второй листочек по правой и третий листочек по передней части. И сзади обычно закрыт листочек. Ну а у колдунов их вообще там 12 есть и 16 и так далее. У обычных людей 2. Обычно сжимающийся энергетический кокон приводит к разрыву на уровне печени с правой стороны, на уровне желудка с левой стороны. Поэтому первые признаки разрушения энергетического кокона — это тяжелые гастриты, либо заболевание сахарного диабета, заболевание печени, дискинезия желчных протоков, желчекаменная болезнь и так далее, заболевание почек, мочекаменная болезнь и так далее. Все это в комплексе является энергетическим страхом, когда человек боится. И что же нужно делать? Не обращать внимания. Вообще говорит, да пошла она, вообще ее не боюсь. Не боитесь и говорите, да ее вообще люблю. Хоть она и смешная. Но точно не бояться. Боитесь-подвержены влиянию. Смотрите, человек боится бизнесом заниматься, у человека страхи, человек боится общаться, человек боится выходить, человек боится заходить. Это все сжимает его. А нужно наоборот. Побольше. Смотрите, человек побольше позитива, побольше радости, побольше счастья. Побольше позитива, радости, счастья. И человек расширяет свой энергетический кокон. В него попадают другие люди, в него попадают целые системы, расширяя энергетический эгрегор и так далее. Увеличивая ментал свой и так далее. Это все в дальнейшем приводит к тому, что человек становится более успешным. Анаит Тоноян. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мой брат женится в этом году или в следующем? В следующем, скорее всего в следующем, в этом нет. Людмила Антропова. Подскажите, работают ли шепотки и заговоры, так как мантры, или это другая магия? Работают. Марина но это магия другая. Огромное спасибо за вашу поддержку. Я сейчас осталась без работы по месту жительства, ничего не получается найти. Рассматриваю варианты за границей. Стоит ли ехать на заработки за границу? Да. Ксатуна. Открыли мороженое и началось. То машина испортилась, то канализация. Карниз упал, надо менять зуб, начал болеть. Сплошные расходы, еще свекруха. Не надо этим бизнесом делать, не получится. Точно, как вы описываете. Начала делать практики. Со второй обновленной медленно начали продавать мороженое. Что еще сделать, как вести себя? Тотально радоваться. Тотально принимать, тотально обниматься. Делайте все для того, чтобы как можно больше ощутить, что тот мир, который вокруг вас, не нападает, а вас любит. Если ощущать, что не нападает, а любит, жизнь и бизнес будут расти. Записалась на курсы по смене семей-менеджменту. Скажите ли, могу найти работу? Конечно, сможете, не только сможете, а сможете быстро. Мой зять выиграет суд по поводу наследства, все затянулось. Чем можно помочь? Первая ступень школы Кайлас, там я рассказываю. Но выиграет или нет? Скорее всего выиграет. Ксения Алтун, вопрос такой. Можно ли возвращаться в город Мариуполь? Восстановится ли он и когда? Ну, вопрос ваш он такой. В случае, если вы находитесь сейчас на территории ДНР, ЛНР или Российской Федерации, не торопитесь туда возвращаться, потому что сейчас там очень тяжелое состояние, нет воды, на улице готовят пищу, нет света и небезопасно до сих пор. За самим Мариуполем огромное количество могил, просто там бесконечные поля могилы, похоронено там десятки тысяч человек. Сейчас не торопитесь. Если вы на территории Украины сейчас находитесь, не едьте сейчас, это небезопасно. Любое пересечение границы со стороны территории Украины и в территорию ДНР, ЛНР будет 100% для вас неблагополучен. Светлана Стрюкова. Я, ваша ученица, прошу совета, оставаться ли сыну с семьей в Польше на ПМЖ или возвращаться домой в Херсон. Пока живите в Польше. Ирина Викторовна, ученица обновленная, не считая бесплатной. Ваше мнение, карты Таро — это работа с потусторонним миром или это энергия высшего уровня? Нет, это энергия не высшего уровня. Это энергия объяснения работы этого генитурного вектора человека. Снимаются образы, отпечатки, которые написаны на судьбе человека, и эти карты показывают. В случае, если карты
показывают, и то, что происходит, совпадает, то тогда человек не вредит человеку, его работа для него оценивается как хорошая работа. В случае, если вы предсказываете события, которые изменяют судьбу человека, и ваши карты работают неправильно, то в дальнейшем у человека появляется заболевание, обычно это сердечные заболевания, заболевания сосудов и так далее. Одним словом, показывая на картах, не обманывайте людей. Найду в этом году достойного мужчину? Нет, не найдете. Лариса Тимонина, очень восхищаюсь вашим добрым сердцем, ученица 4 ступени. Будет ли у меня моя судьба, и останутся ли жить в Швейцарии или возвращаться в Украину? В Украину придется вернуться. Лана Павленко, добрый день, 5 лет, болезнь не отступает. Как ее отвадить за себя? Не ко мне. Это его фото. Чье фото хорошее мое? Вероника Экинти, спасибо вам за все. У семьи мужа огромные проблемы полгода, но никак нет просвета к лучшему. Боюсь, лишь бы до убийств не дошло из-за долгов, сделанных братишкой. Дадут им кредит, чтобы решили проблемы. Нет, он сможет выплатить медленно, но плавно, не сдаваясь. Все вместе, вы все вместе, ваша семья и он, все повыплачивают, никого не убьют, ничего не бойтесь. Да, будет тяжело, всем долго. Татьяна Надбережна. Хочу задать вопрос, мне оставаться на моей работе, которая сейчас у меня есть. Ну, показывает, что лучше нет. Татьяна Каминская. Смогу ли я осенью вернуться на Украину? Да. Жанна Данилова. Мой сын пошел служить. Стоит ли волноваться? Ну, нет, не стоит волноваться, он останется жить. Все будет хорошо у него. Как об стену бьют, чтобы уволиться? Получил от вас ответ на мой вопрос. Надо ли это сделать, но кругом ступора, все прахом, аж силы истощились. Все понемногу дома ломается, сын запил. К чему бы это? Надо ли двигаться дальше? Воевать с системой или я двигаюсь не туда? Воевать с системой не нужно, а вот то, что сын запил, является правильным элементом. Когда человек выстраивает судьбу счастья, то тот мир, в котором он находится, он должен ломаться. Почему? Вы строили один фундамент и один дом, которым вы были недовольны. И вот вам сейчас придется ломать старый дом, рыть яму и потом из этой ямы выходить. Я когда-то записал вебинар, который называется «Почему, когда мы читаем мантры, нам становится не лучше, а хуже». Там я объясняю, что для того, чтобы построить новое желание, новый фундамент, новый мир, новую жизнь, человеку придется пройти через тяжелые трудности. А выход из этих трудностей — это получение от жизни радости и удовольствия, получение ощущения счастья, ощущение, будто мир хочет помогать, а не вредить, расслабленность, ну и на первом месте преодоление собственных страхов. Как вернуть утраченную радость жизни? Депрессия как таковой нет, полное равнодушие, ничего не радует и ничего не печалит. Обычно в случае, если женщина пишет о том, что радости нет, ничего не радует, ничего не печалит, это говорит о том, что она чуть-чуть разлюбила себя. Нужно каждое утро произносить себе слова. Ты самая красивая, самая офигенная, ты мне так нравишься, это мои ручки, мои ножки, ты мое солнышко. Начните чуть-чуть заниматься физическими упражнениями, потому что любая физика снижает количество эстрадиола, тестостерона, также помогает увеличить прогестерон, дофамин. И это все, в общем-то, очень хорошо. Меньше кушайте сладкое, дышите по методу Патрула Далкара, вернете утраченную радость. Ее у вас никто не украл. Светлана Рудзатая. Здравствуйте. Будет ли в моем сыну все хорошо? Женится ли он? Будет дети? Будут, да. Мила Москалюк, ученица ступени. Недавно с мужчиной что-то чувствую не то. Поведение странное. Не нужен вам. Не нужен. Поступить, решить. Не нужен этот мужчина. Вы правы. Не нужен. Действительно неадекватный человек. Я Гебедава. Здравствуйте, уважаемый учитель. Можно принять фото на кладбище. Прошло 6 лет, да. Что по-вашему эзотерика? Это преднаука и что-то еще? Эзотерика в моем понимании это наука, изучающая везение другого человека. Я для себя объясняю свою эзотерику, которая отличается от эзотерики, которую пропагандирует кто-либо. Именно поэтому меня называют горе-эзотериком и так далее. Я могу сказать, что моя эзотерика это моя идея, как с помощью невидимых элементов изменить судьбу человека в сторону тотального везения. Я обычно говорю, что объяснить, почему человеку тотально везет, а другому человеку тотально не везет, может только что-то необъяснимое. Вот я попытался разобраться в том, что такое везение, и попытался разобрать эту тему, и из нее создал вот такие механизмы изменения главного принципа,
который называется принцип везения. Поэтому, когда человек долго занимается по моей эзотерике, хочет он или нет, он 100% в дальнейшем придет к тому, что ему будет тотально везде, всегда очень везти по жизни. То есть это везет в деньгах, везет в семье, везет в здоровье, везет во всех, там, в молодости, в счастье, во внутренних отношениях. Вообще уникальность эзотерики, или уникальность моей школы, ну, прежде всего доказана моей жизнью. Я достаточно успешный, достаточно богатый, достаточно там, решительный, отважный, достаточно влюбленный, достаточно счастливый, там, дети, там, победил онкологию и так далее. Это самая настоящая эффективная эзотерика. Я старался даже не брать методы, которые преподает другая эзотерика. Почему? Я решил рассмотреть этот вопрос не с позиции подчеркнуть что-то где-то у кого-то, а с позиции все-таки создания уникальной авторской системы или авторской методики. Ну а там начало получаться так, когда что-то новое делал и занимался по этой методике, появлялось что-то другое. Ну и вот так произошло, наверное, эволюция той эзотерики, которую я называю эзотерикой. Ее нужно изменить, и название нужно дать другое, потому что в целом та эзотерика, о которой я рассказываю, это, наверное, каша-малаша, которая сделана, ну, из совершенно каких-то до этого неизвестных методов. Это методы использования шумов ситхи саунд, каких-то символов, язык магов и так далее. То есть очень-очень много такой очень уникальной авторской информации. Здравствуйте, скажите, приедет мой сын в этом году жить в Украину? Скорее всего нет. Ирина Косницкая, мне 50, выйду ли я замуж? Скорее всего в этом году нет. А в следующем, ну, когда-то выйдете. Будет ли свое отдельное жилье? Будет, да. Ирина Андреевская, спасибо вам за что вы делаете для людей. Как вылечить шизофрению, ответил ранее. Подскажите, пожалуйста, не могу сделать выбор, приобрести семиконечную звезду или метасоник? Метасоник лучше. Проделал ритуал с ракушками на акацию, и домик подарил девочке, играется с квартирой, никак не получается. Может сдать в аренду? Правильно, сдайте в аренду, все получится. Уважаемый Андрей Андреевич, спасибо, мой учитель, вы лучший, спасибо. Будут ли у меня изменения в личной жизни, спрашивает Эрна Гармаш. Встретится ли мне человек, схожий со мной по душевным качествам? По душевным не встретится, но любимый будет. Андрей Андреевич, стоит ли ехать в Чехию на заработки? Здесь в Закарпатье нет работы, наоборот, посокращали. Я будто на распутье. Нет, не стоит ехать вам в Чехию. Чехия вам не подходит. В Польшу можете ехать. Метро Кузьменко. Можно задать вопрос о медитации, книги, практики, ритуалы для развития сновидения. Где нужно пускать свет от лампы в голову? Как правильно делать с открытыми глазами? Все с открытыми. Вася Луцев. Здравствуйте, мне 25 лет, слушаю. Ответил. Антонина Лысенко. Здравствуйте, может не по теме. Вчера сделала операцию на коленном суставе, очень мало хряща осталось. Что можно пропить из ваших препаратов? Коллаген и тантал. Также принимайте печень говяжью. Вот там девочка писала в самом начале, там высокий фибрин у нее. И для того, чтобы снизить фибрин, существует метод. Фибрин обычно выделяется печенью. Это белки, которые формируют печень. И создаются вот эти фибриновые нити. Есть слово фиброз, то есть если есть трещина сосуда или какое-нибудь воспаление, то сверху появляется фиброз, который состоит из вот этих фибриновых нитей, который в дальнейшем может привести к некрозу. Но об этом не будем говорить, не все так печально. Так вот, для того, чтобы восстановить работу или устранить появление вот такого фибрина, есть метод такой. Этот метод называется тибетский метод восстановления печени при помощи печени животного. Берется говяжья печень, обычно говяжья, на полотенце такое ложится, нарезается кусочками на 3-4 часа, так чтобы все из нее вытекло, или в стеклянную посуду. Вымывается, естественно, предварительно. Когда из нее все стекает из этой печени, полоскается, высушивается, и в духовке при очень невысокой температуре с открытой дверцей высушивается данная печень. После чего ее необходимо перемолоть на кофемолке, так, чтобы получился порошок. И выпивать необходимо так. 1 столовая ложка расколачивается в стакане молока, ну или компота несладкого, и выпивается 1 раз в день. Вылечивает, вот снизит протромбиновый индекс, уберет тромботизацию сосудов ног, в случае, если есть там нейропатия какая-нибудь или невропатия.
помогает при варикозном расширении вен и так далее. Уникальный способ тибетской медицины. Я раньше его давал, он действительно очень хорошо помогает, пожалуйста. Код от страха и панических атак. А вы, по-вашему, думаете, я тот человек, который помнит все коды от страхов? Николь Декснине. Здоровья вам и вашей семье. Хочу спросить, был кишечный рак прооперированный. После 3-летнего перерыва появились 2 метастазы на легких. Сильной химии не могу. Что мне делать? Помогите, жить так хочется. Вам необходимо принимать мои препараты. Свяжитесь с оператором, она свяжется со мной. Я расскажу, какие делать ингаляции, какие препараты принимать. Как часто практиковать денежные сангая? Ну, желательно хотя бы месяца 2. Марина Забунова. Моей куме 43, похоронила 3-го мужа в этом году. Что это проклятие такое? Боится смотреть на мужчин. Что ей делать? Подскажите, пожалуйста. Пусть не боится. На 3-м все закончится. Дальше хоронить не будет. Пусть живет. Ирина Шокола. Подскажите, смогу развить ясновидение? Да. Я им Кумадина. Мой племянник хочет учиться на стоматолога. Есть ли шансы поступить в году? Да. Почему они карандашом на моем файле написали особо опасен? Меня призовут или забить на все и писать картины? Пишите картины. Не заморачивайтесь, это панические атаки. Богдана Ткач Цуцура. Я ученица, живу в Чехии, работаю в больнице. Подтвержу ли я свой диплом? Да, лучше вернуться в Украину. Подтвердите, а там уже сами. Я, Ольга, живу в Праге, чем лучше заниматься? Ну, все, началось гадание, да. Теперь я перейду еще на саму трансляцию в YouTube и посмотрю здесь ваши вопросы. Ага, наживо. Вот нажимаю. Ой, а здесь сколько у вас вопросов. Ага. Татьяна Дубонос. Скажите, пожалуйста, живой мой двоюродный брат Юрий? Скорее всего, да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Внук живет на Украине, наша семья живем в Израиле. Получится приехать в Израиль жить с вами? Получится. Наш Харьков по-прежнему кошмарят соседи. Когда ждать прекращения обстрела, возвращения сына домой? Он сейчас во Львове. Сын приедет аж к сентябрю. А кошмары эти закончатся, я так думаю, и где-то до, наверное, 25, наверное, июля уже не будут потом обстреливать. Сейчас у моей дочери проблемы с мужем. Скажите, пожалуйста, проблемы с мужем. Стоит ли ей возвращаться к нему? Не навредит ли это? И лучше строить свою жизнь дальше самой? Лучше стоит строить жизнь самой. Сергей Данилов. Получится у меня заработать по свічному производству? Да. Скажіть, чи варто мені зараз звільнити з роботи та повернутися до викладання іноземних мов, працюючи вивчено на себе? Да, хорошо получится. Здравствуйте, Андрей Андреевич, Василий Игорев. Выйдет ли замуж моя дочь в этом году или в следующем? Выйдет. Здравствуйте, Андрей Андреевич, заранее спасибо, будут отношения нормальные с сыном и его семьей. Да, со временем отпустит и невестку вашу, все будет хорошо. Она нормальный человек, просто вредная. Скажите, пожалуйста, как можно эзотерически быстро отрастить волосы? Я не смог. У меня была пересадка. Отсюда волосы взяли и вот сюда пересадили. Делали такую пересадку мне на Украине. Делали 2 пересадки. Я был лысый, волосы пересадили, а теперь я волосатый. Эзотерически, скорее всего, никак. Добрый вечер, учитель Екатерина Резун. Подскажите, пожалуйста, получится у меня через 2 недели удачно привезти товар моего магазина? Спортивная одежда из Молдавии в Украину получится. Купим свое жилье. В этом году нет. Делать мне операцию грыжи белой линии, есть другой вариант. Для вас нет, вы обязательно делаете грыжу белой линии, у вас это нехорошую форму имеет. Спасибо вам за все, подскажите, смогу ли я родить здорового ребенка? Да. Андрей Андреевич, в России, я в Украину, увидимся мы ли еще? В ближайшее время нет. Спасибо, что вы есть, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо и вам, что вы есть, уважаемые друзья. Я благодарен за то, что вы есть в моей жизни. Я благодарен за соучастие в том, что мы называем эзотерикой. Эзотерика — это действительно наука, а мы первые пионеры, которые постигают такую сложную науку. Огромное вам спасибо за то, что вы присутствуете, за то, что вы не отвернулись, за то, что вы остались людьми, за то, что у вас есть благородные теплые сердца. Возможно, вот такие вебинары помогут вам найти ответы, помогут вам стать более, может быть, добрыми людьми или понять механизмы того, почему же не получается что-либо.
Обязательно смотрите мои вебинары. Всегда каждый вебинар является уникальным, потому что никогда не готовлюсь к ответу на вопросы. И каждый вебинар, он где-то дает какую-либо подсказку и дает какие-либо, может быть, идеи, которые могут в дальнейшем вдохновить, успокоить, созидать. Ну и приглашаю вас на завтрашний Сангая номер 75. Пытался я сделать 3 Сангая, которые будут посвящены деньгам. И 75-е не получилось. Оно, конечно же, посвящено деньгам, но более посвящено нарушениям. Каким? Там заблокирован денежный канал, карма плохая, не получается зарабатывать, не любят вас деньги и так далее. Вот это все я объединил, и, конечно, получились методы получились такие нестандартные, но тем не менее получился он такой, тоже связано с деньгами, но больше связано с судьбой, с отношениями. Также во время завтрашнего вебинара я проведу обряд, который называется заключение договора с Агни Сома. И в этом договоре мы подпишем договор на то, что мы отдаем свою плохую бедную жизнь и меняем ее на богатую, счастливую. Вот завтра я такой обряд проведу, поэтому я дам завтра 35 ментальных кодов, и после этого дам и вместе с вами проведу, там он 7-8 минут займет сам вот этот обряд, с зажиганием ароматического благовония, с произнесением определенной мантры и так далее. Приходите, будет очень интересно. Более подробную информацию можете получить на моем сайте duiko.guru или написать прямо сейчас в гугле Duiko Guru. И первый сайт, который появится, можете кликать на него. Сангая называется, Сангая 73, 74, 75. Еще раз до свидания, будьте здоровы.